Привет, привет! День номер 76. Сегодня будем штукатурить и кое-что еще. Сейчас все покажу. Штукатурка штукатуркой, а под кое-что еще я имел в виду, будем по месту протягивать вот этот маленький молдинг, который идет в углу. Нас сегодня трое, и я думаю, мы сможем как-то результативно сегодня поработать. Там была утрата вот в углу, и чтобы прошел полос шаблона, Саша там сейчас заделывает вот это вот что-то. Оно сейчас привстанет там, вот эта заделочка, и можно будет уже идти как бы шаблоном. Ну что, как и говорил, штукатурка Knauf Rotband гипсовая. Вот. Сейчас пойдем штукатурить. Вау. Нам опять вырубили воду, на этот раз всю. Причем с вечера ничего не висело, а с утра висит объявление. 15 числа с 10 утра воды не будет. Ну и как это понимать? Хорошо бы мы пришли раньше и набрали, успели набрать воду. Я пришла раньше и набрала воды. Она пришла раньше. Вот так, сейчас полезем наверх и начнем работу. Ну что, сделаем первую такую веху. Начнем оштукатуривание, наконец-то. Ну, поехали помаленьку. И вмазываем туда, везде вмазываем за старую штукатурку. Достаешь там? Угу. Даже не пришлось стол убирать, потому что Саша и так достает. Я достаю. Вот мы двухметровым правилом свели вот эту часть и вот ту часть. Двухметровым правилом. Ха-ха, у нас здесь провисает. Короче, хочешь делать ровно, а получится делать на глаз. Опять же, будем делать на глаз, добавлять и коротким правилом. Как бы, сейчас даже попробую это сделать. Вот чуть накинул сюда, и теперь коротким правильцем как-то что-то пытаться делать. Чтобы вот эта полка, вот она, чтобы она была везде одинаковая. Вот сейчас так будем играться, потому что здесь она сантиметр, а здесь она больше 2, наверное, вот в этой точке. Ну вот полка. А вот выравнивание. Специально, искривляем специально. Иначе, ну, мы так нельзя так оставить. Нам надо теперь создать вот эту вот натуральную кривизну. Еще раз. Что делать? Вот промежуточно, как оно происходит. Ну, эта сложность вот вызвала вот эта вот штуковина. Мы сделали ее чуть-чуть глубже, эту как бы плоскость потолка чуть глубже. Полка здесь чуть-чуть больше, верхняя. Думаю, вам видно. Мы же будем шпаклевать еще. И слой там 1-2 миллиметра мы как раз доберем. И будет нормально. Вот. Так вот пока. Ну, полдня. Нормально. Надеюсь, мы сможем за сегодня закинуть здесь. Потому что здесь есть куда как бы зацепиться. С одной стороны плоскость, с другой стороны плоскость. Ну, делай себе правилом по ним. И здесь к нам снова человек в маске пришел на помощь. Товарищ мастер. Вот. Вытягивает сейчас карниз. Вот молдинг, не карниз, карниз большой. Вот эта вот часть карниза, молдинг. Вот так. Работает по месту.
Смотри камеру, осторожно. На этой стене этот молдинг готов. Может, там чуть-чуть придется подправить в углу. Ну, угол надо сводить отдельно, естественно. Ну, так, за день вот такой результат. Наш товарищ, который желает остаться неизвестным, выдал. Отлично, замечательно. Вот, уже вечереет, а доделать надо. И перед нами такой мясной угол вот здесь. Жесть. Очень много. Хочет очень много раствора он. Да. Не успеем, естественно, сзади не успели мы сделать, но надо обязательно, надо этот угол доделать, потому что иначе придется ждать технологично полного его высыхания. А это, я не знаю, сколько там слой нормальный такой. Желательно сегодня за раз его и добить. А здесь вот так получилось. Вот как мигает эта лампочка. А сейчас я устаканю чуть-чуть. Вот. Вот так получилось здесь. Вот так промежуточно выглядит все. Сейчас доставка питания тем, кто учится на чужих ошибках. Короче, неправильно мы оценили силы. Мы сделали ту часть, сделали здесь, а надо было начинать с угла. Он оказался очень времяемким, вот этот отсутствующий угол, вот это вот все. И мы не успеваем его закончить. И из этого что следует? Технологично мы должны это оставить. Потому что есть вероятность, если мы завтра, а уже 10 часов вечера фактически, нам надо идти домой, если мы завтра начнем мазать на него, есть вероятность отторжения. Если бы одним днем, раз за разом мы могли бы добить, но уже очень поздно. Не. Технологично мы должны его оставить, и мы его оставим. Чтобы получилось, как здесь, сюда надо еще часа 3 влить в этот угол. У нас их нет. Поэтому это высохнет. Сейчас Саша подрезает все, что может нам мешать на глаз, там, хоть как-нибудь, чтобы только не шкурить сухой ротбанд. Это высохнет, потом подшкурим, подрежем еще и уже по новой сделаем до конца. Немножечко не успели. Еще часика-два бы нам. Ай-яй-яй. И уже было бы ближе, намного ближе, можно было бы добрать шпаклевкой. Нет. Это не добрать шпаклевкой, это надо добирать штукатуркой. Так что вот такая вот ошибка в оценке времени. Вот так вот. Соответственно, оставляем это на потом. Мы пойдем дальше, пойдем в ту сторону, пойдем дальше делать. И когда-нибудь, когда высохнет, вернемся и доделаем вот эту часть. Это самое правильное и самое технологичное в отношении смеси, с которой мы работаем. В отношении ротбанд штукатурки. Не втыкай, не тыкай его. Зачем ты тыкаешь ножом карниз? О, блин. Ты разворошила гнездо. Ну, она такая приличная полностью. Ну, знаешь, закинем ее. Пойдем уже. Пойдем, там дальше. Вот такой инструментец нашелся в квартире. Есть мнение, что это могло бы быть? У нас есть мнение, что это мастерок каменщика. Но вот смотрите, какая длинная у него вот эта вот часть. Как бы сантиметров от рукоятки, наверное, сантиметров 13, я думаю. Вот такой инструмент, старый-старый. Что бы это могло быть? Здесь переделывали пол и нашли в полу, как бы в мусорной засыпке, вот такую штуку. Их было много, там десятки.
Вот что может это быть? Что-то отломленное, что-то заформованное, и вот здесь у него есть излом. Это какая-то часть какой-то керамической чего-то. Может быть, при постройке печей такое применялось. Вот такая какая-то деталь чего-то, и их было много, прям много-много, в мусорной засыпке. Есть мнение на этот счет, что это могло бы быть? Так, с этой стороны вчера сделали молдинг этот, а это уже сегодня. Вот. Здесь прям несколько слоев пакли, потому что большая яма очень. Вот так. Вот там. Там еще пакля и еще слой сверху. Армируем, прокладываем. Оно будет повеселее. Вот такая вот ремонтная эстетика. По-моему, красиво. Такие не просохшие трещины еще. Своеобразная картина. Подходит к концу наш рабочий день. 2 комнаты за 2 дня мы фактически сделали. Вот этот угол, да, угол преткновения, угол преткновения. Вот если бы мы, вот так подумали, если бы мы с него начали, мы бы комнату сделали за день полностью. Но нам придется вернуться, потому что все-таки много добирать. Много. Ну ничего, ничего. Ну, наука. Так она приходит. Через руки наука приходит. Вот это место, где была широкая полка. Вот так свели, сделали, создали еще раз историческую кривизну. Воссоздали. Вот. А в этой комнате изменений больше. Здесь мы тоже восполнили штукатуркой все утраты, и молдинг появился, вот этот угловой молдинг. Вот он. Вот, теперь у нас есть угловой молдинг, завершенный карниз. Остались углы, надо сделать углы, естественно, углы с помощью шаблона сделать невозможно. Вот, ну везде, собственно, углы. Ну и есть такие места, вот в этом месте, я думаю, вам будет понятно, в этом месте был стык 2 направляющих. Вот, и поэтому там чуть-чуть виляет этот новый молдинг, но это подправится, когда он высохнет. То есть, ну, не избежать таких штук, это все делается на весу, понятное дело. Но теперь у нас есть молдинг. Вот так. Восполнили все утраты. Это полностью оштукатурено, подведено все. Вот в этом углу Саша просидела часа 3, наверное, вот в этом вот аппендицитике. Ну, можно понять почему, потому что так в длину, наверное, вот, ну, думаю, 2 метра. Итого 5 метров. Ну, это как бы как одна длинная стена. Ну, плюс еще 3 угла. 1, 2, 3. Было над чем посидеть. Хорошо она сделала углы тут сверху. Вот. Вот так. В общем, так вот как-то мы поработали 2 дня ударно, прям серьезно ударно поработали. Ну чего, видео понравилось? Лайк. Не понравилось видео? Дизлайк. И комментарии не забываем. Пишите комментарии. Всего доброго, всего хорошего. До свидания. Пока-пока.